Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас необычный день, 1 апреля. Но то, что я вам сегодня скажу, это святая правда, это не розыгрыш. Я хочу предложить вашему вниманию несколько необычный материал. Это эксклюзив, который сейчас вы можете увидеть только на одном канале и еще на одном, котором я вам собираюсь рассказать. Возможно, вы обратили внимание, я дал последние пару месяцев несколько интервью киевскому телеканалу «Прямый», в частности, его представительнице, журналистке Даше Счастливой. И вот сегодня она открыла свой канал, и, как сообщила мне по телефону, она действительно счастлива в этой связи. То есть поэтому, по ее просьбе, вчера я дал ей интервью, которое открывает этот канал. Я считаю ее яркой представительницей молодой плеяды украинской журналистики, представители которой и характеризует высокий профессионализм, а также твердая нравственная политическая платформа. В основании нашей совместной платформы, вот в ходе тех интервью, которые я давал Даше в последнее время, лежит борьба не на жизнь, а на смерть с кремлевской пропагандой и дезинформацией. Проще говоря, с психологической войной Кремля или против Кремля, которая сейчас разворачивается не только в информпространстве Украины, но и, пожалуй, по всему миру. Поэтому я рекомендую канал Даши Счастливой, я размещу ссылку на него. Заходите, уверен, что вы там услышите качественные последние новости, аналитику относительно хода российской агрессии против Украины, ну и всего комплекса связанных с этим вопросов. Мы в этом интервью рассмотрели последствия, то есть немедленные последствия, первые последствия безумного решения Путина, собственно, я бы сказал, глупого решения Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, реакцию на него, попытались спрогнозировать, к чему это приведет. Главный вопрос, который после этого звучал в украинском и российском информпространстве, было: неужели война ядерная приближается? Вот я ответил на этот вопрос с точки зрения, со своей собственной точки зрения. Ну, а также рассмотрели безумное решение минского картофельного фюрера, который нежданно-негаданно поставил свою собственную страну под прицел, потенциальный прицел ядерных ракет стран НАТО. Более идиотского поступка любого диктатора мира против своей собственной страны трудно вообразить. Ну и, наконец, мы рассмотрели вопросы готовности ВСУ к переходу контрнаступления, которое мы все так ждем. Ну вот, то есть приятного вам просмотра. А я, как и ранее, буду регулярно появляться здесь, на своем канале. И сегодня же я хочу вам сделать несколько важных сообщений о том, какое неудовольствие вызывает, в частности, в Пекине, те действия последние, которые предпринимают Путин и Лукашенко. То есть складывается впечатление, что они совсем потеряли рассудок до такой степени, запутались до такой степени, что, ну, это как вот мошка, попавшая в паутину. Чем больше она брыкается, тем больше она попадает в безвыходную ситуацию. Нечто подобное происходит и с этими двумя фюрерами. Итак, приятного просмотра, дорогие друзья, и до сегодняшней скорой встречи у меня на канале с новым выпуском моих новостей. Юрий, приветствую вас. Здравствуйте, Даша, и большой привет всем вашим зрителям.
Прошу, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий традиционно, откуда вы нас смотрите. Мы очень часто читаем все комментарии, анализируем. Напишите, что вы думаете о войне России против моей страны, против Украины. Подпишитесь, пожалуйста, на YouTube-канал Юрия Швеца. Подпишитесь на YouTube-канал Прямого. Мы работаем в тандеме. Мы будем очень рады новым подписчикам. Спасибо вам большое. Юрий, давайте начнем с важной темы, мне кажется, потому что многие подписчики вашего YouTube-канала и подписчики нашего YouTube-канала пишут комментарии о том, что информация неких очень встревожила. Один из экспертов, международников в эфире Марка Фейгина сказал о том, что, цитирую, «не позднее сентября из Беларуси по Литве и Польше будут нанесены ядерные удары». Это его мнение. Это связано с тем, что на территории Беларуси будет размещено или уже размещено, тут вопросы, опять-таки вопросы уже или будет, тактическое ядерное оружие. Что вы можете сказать на это? Ну, для начала я скажу, что этот эксперт неназванный, это мой давний человек, которого я считаю своим давним другом. Это Юра Ферштинский, которого я знаю более 20 лет. Мы участвовали в совместных разных проектах политических и других. И должен сказать, что у меня, в принципе, никогда с ним не было никаких принципиальных разногласий по каким-то принципиальным вопросам. Это не значит, что не было расхождений, так, девиаций по частностям, тем не менее. Но, то есть, его, так сказать, политическую и нравственную платформу, аналитическую я всегда уважал и всегда ее разделяю. Ну вот что касается этого вопроса, то я смотрю это совершенно иначе, на это дело. И тут ничего нет страшного, потому что, ну, речь идет о аналитике, понимаете? У одного одно мнение, другое другое, то есть каждый выступает с своих платформ. Вот я вам объясню, почему я категорически считаю, что Путин не нанесет никакого удара с территории Беларуси. Ну, начнем с главного, то есть сначала. Я считаю, что это большой блеф, это информационно-психологическая операция Кремля с размещением этого тактического оружия в Беларуси. Эта операция, я бы ее назвал «Держите меня семеро». Это от отчаяния. То есть это совсем вот другой цели я не вижу. Почему? Потому что неподалеку от Белоруссии, в Калининграде, с 2019 года расположены носители тактического ядерного оружия Российской Федерации. Это «Искандеры». И если бы Путин действительно собирался, значит, их применить, вот они уже есть. Не надо поднимать шум на весь мир. Далее. С 2019 года Российская Федерация под контролем НАТО все это за этим наблюдало, строила там хранилище для хранения тактического ядерного оружия. Потратили несколько лет, прошу заметить. Сейчас Путин грозится до 1 июля их отстроить в Беларуси. А там понадобилось несколько лет. И в прошлом году президент Литвы официально заявил, мы исходим из того, что тактическое ядерное оружие, имеется в виду не только носители, но и боеголовки, есть в Калининграде. Она так к этому делу подготовилась, исходя из худшего варианта, что оно там есть, и для этого подготовила боеголовки специальные БЭТ-61, которые повышенной точности, которые предназначены для уничтожения вот этих бункеров, хранилищ, вот этих ракет, а также тех бункеров, где может прятаться московский фюрер. То есть это те ракеты, которые, ну вот китайцы недавно провели исследования, китайские ученые пришли к мнению, что, значит, эти ракеты, если их 5 штук одну за другой в одно место ударить, то они могут достичь глубины до 2000 метров, укрепленных. То есть у китайцев, допустим, есть бункеры в карстовых породах, которые находятся на глубине 2000 метров. У Путина, по словам китайских экспертов, самое глубокое подземелье – это в Уральских горах 300 метров. То есть уже готовы у американцев боеголовки и носители для того, чтобы уничтожать это тактическое ядерное оружие России в Калининграде. Теперь, если бы Путин собирался серьезно применять тактическое ядерное оружие по Литве и по Польше,
Но зачем ему Беларусь? Он спокойно может нанести удар с Калининграда. Так? Тем более, значит, для нанесения ядерного удара нужна какая-то цель. Просто так же не нажимают на кнопки, да, это серьезное дело. Какая может быть цель? То есть должна быть очень важная цель. И она есть, по большому счету. Об этом говорят американские эксперты, британские уже несколько месяцев. То есть самая большая головная боль для Кремля – это поставки западных вооружений Украине, особенно последние месяцы. Порты Западной Европы забиты этой техникой, бронетехникой, артиллерией, которая нескончаемым потоком идет в Украину. И вот, с военной точки зрения, нанести по ним удар, по той же Польше, каким-то другим странам, вот сейчас-то это и надо. Это не надо делать уже, то есть urgency, или как это так, острота этой потребности, она исчезнет в июле месяце, когда начнется уже полномасштабное наступление ВСУ. Это нужно прерывать сейчас, по идее. Но он не стреляет. Он в это время начинает шум-крик, что я размещу это на территории Беларуси. То есть с военной точки зрения это не имеет никакого совершенно смысла. Далее. Помимо значит, военного смысла. Ну, вы знаете, что Путин грозился этими ядерными причиндалами, начиная с 24 февраля прошлого года, когда объявлял о начале так называемой специальной военной операции против Украины. Да? Когда он пригрозился Западу, что если что, вы придете на помощь, мы вам устроим такой Армагеддон, который никогда не был в вашей истории. Но это продолжалось дальше. И после каждого этого заявления разведка США, стран НАТО, у них очень хорошая электронная разведка, ни разу не зафиксировала малейшего телодвижения Путина, которое бы подтвердило, что там действительно что-то делается. А это очень важно. Одно дело языком мести налево и направо, а другое дело это действительно начинать перемещать боеголовки, создавая тем самым искушение для противника, в данном случае стран НАТО и США, нанести превентивный удар и их уничтожить. Понимаете? То есть то, что до сих пор не было зафиксировано никаких реальных перемещений рашенских боеголовок, свидетельствует о том, что это блеф. Ну и затем шум на весь шум на весь мир вот с этими Белоруссией, тактическим ядерным оружием. Для того, чтобы крупная операция применения тактического ядерного оружия Раши против Европы, против стран НАТО, это, вы меня извините, это супер операция, то есть человек должен свою голову положить на плаху, я имею в виду Путин. То есть абсолютно необходимый фактор – это внезапность. То есть вот сейчас бы жахнул он из Калининграда, пока все ох-ах, приходили бы в себя, так, поезд ушел, все, он послал сигнал, напугал, давайте теперь якобы договариваться. Это если бы у него была реально такая мысль. А так, когда, знаете, мальчик кричит «волки, волки, волки, волки», он кричит эти волки уже бог знает сколько, с 24 февраля прошлого года, и все их нет. Поэтому отношение к этим волкам вот такое же, как в этой сказке. И поэтому не зря, когда он анонсировал вот это размещение в Беларуси, в CNN, американское, значит, в американском эфире, один экспертов сказал, что Путин, он занимается бряцанием оружия, ну, то есть то, о чем я вам говорю, пугает, блеф, держите меня семеро. Но его уже не слушают, уже надоел он с этим нытьем своим, угрозами, и теперь единственная у него возможность, чтобы как-то так прислушались к его угрозам, это сказать слово «ядерное». Вот для этого и понадобилось ему якобы размещение тактического ядерного оружия в Беларуси для того, чтобы произвести вот это слово «ядерное». Поэтому я очень сомневаюсь, что оно там появится. Ну, во-первых, потому что он не успеет сделать никакие эти самые там убежища и укрытия для этого тактического ядерного оружия. Но сегодня, как бы предвкушая ваш вопрос, Даша, картофельный фюрер Белоруссии сделал два важных заявления, которые повергли меня в шок.
Ну, вы просто знаете, что я вас прошу следующее. Это у нас магия, да. Ну а как же, ну а как же. Я чувствую, что вас прослушивают в студии белорусская разведка, потому что он уже, значит, дал 2 комментария. Первое. Он сказал, что это оружие тактически ядерное будет под контролем Беларуси, то есть его контроля. Это полный идиотизм. До этого заявления он был для меня просто картофельным фюрером, а сейчас это просто отмороженный дегенерат, который опасен прежде всего для страны и для самого себя. Почему? Да потому что вот американское ядерное оружие расположено в Европе. Оно там с конца 50-х годов прошлого века. Оно все под контролем США. И это везде подчеркивается. Почему? Потому что если это оружие будет применено, то ответственность несут Соединенные Штаты, а не те страны, на которых оно находится. Они якобы ни при чем, они не имеют к нему отношения. И Путин то же самое, когда анонсировал это все, он сказал, что мы будем как американцы действовать, то есть под нашим контролем. Белоруссия здесь ни при чем, все, понимаете? То есть если наносит удар с Беларуси, летят это тактическое ядерное оружие, значит ответный удар американцев должно по тому, кто его контролирует, по Москве. И теперь этот идиот заявляет, что теперь я его контролирую. То есть мочите меня в ответ. Ну, это кошмар просто. Это ужас, кто руководит, кто нами, Даша, руководит. Следующее его заявление по поводу того, что он требует стратегического ядерного оружия. Нами никто не руководит, Юрий. Ну да. Вы Ну, что? Я в миру- прошу прощения. мы Да, не я как такого- этот самый, как Петька с Василием Ивановичем. Я имею в виду в мировом масштабе. Да. Ну и второе его заявление по поводу стратегического ядерного оружия, что он требует возвращения его и так далее. Но это тоже кошмар какой-то. Это нарушение договора о нераспространении ядерного оружия, которое подписали практически все страны мира, кроме некоторых. Там в основном изгои, там единственная приличная страна – это, вернее, их 2, Израиль и Индия, по разным причинам и так далее. Остальные все подписали. Распространение ядерного оружия – это шок для всего мира. Это то, что заставит отвернуться весь мир и от одного фюрера, и от другого фюрера. И кто его за язык тянул? Тем более никто же ему не даст этого стратегического ядерного оружия. Человек решил пофилософствовать. Вот есть закон такой Питера, который говорит о том, что каждый человек какой-то этап своей жизни достигает пика своей компетенции. То есть у меня такое впечатление, что Лукашенко, и вот это заявление, он достиг этого пика, когда он последний раз был председателем колхоза. И на этом все закончилось. Это действительно трагедия. Так вот, ну давайте теперь представим невообразимое. Значит, с территории Беларуси запускается тактическое ядерное оружие по странам НАТО. То есть 5-я статья, как ни крути, значит НАТО. Есть несколько вариантов, я им назову сейчас. Первый вариант. НАТО не делает никакого ответа военного. Это самый маловероятный вариант. То есть я его сейчас вам расскажу, чтобы понять, что даже без ответного военного удара НАТО Путин капут. Почему? Потому что вся сейчас путинская держава, она держится, как, вы знаете, смертельно больной человек, его через катетер соединяет, вот эта линия жизни, я называю, да, с физраствором. Так вот, у него линия жизни – это связь с Китаем и Индией. И если он применит ядерное оружие, то все, эта линия будет тут же перерублена и Китаем, и Индией. И это все. И это конец путинскому государству. Все, экономический крах, полная изоляция, страна-агрессор. Он умирает экономически, в стране начинается там, что там начинается, бардак и так далее. Это первый, самый маловероятный ответ, но он уже свидетельствует о том, что ему будет конец. Второй, о котором я рассказывал неоднократно зрителям моего канала, это то, что американские эксперты говорят. Поднимается F-35, а их сейчас в том регионе достаточно много. Значит, подавляется в течение первых 2 дней системы противовоздушной обороны Российской Федерации, уничтожается Черноморский флот как класс,
И уничтожаются группировки российских войск на территории Украины, там, где их можно достичь. Я же вам говорю, что это тактические ядерные боеголовки Б-51, они повышенной точности и малой мощности специально сделали, чтобы можно было точечно поражать группировки противника, не затрагивая войска дружественных государств, которые находятся через линию фронта. Но вот это будет ответ. Вот это будет ответ. То есть это будет полный крах, абсолютный крах. Ну и наконец, потому как они разгоняют все это, у меня такое впечатление, что там в панике действительно, в Кремле, что они с ужасом ждут контрнаступления вооруженных сил Украины. И вот это от отчаяния они развернули вот это все ИПСО по поводу того, что держите меня семеро, иначе мы тут за себя не отвечаем. Вот так. То есть в сумме, суммируя все сказанное, я считаю, что, ну, наверное, вы знаете мое отношение к Путину. Можете повторить. Окей, это клинический идиот. Но, во всяком случае, то, что он принял решение 24 февраля, это так его и характеризует. Он не владеет обстановкой, принимает неверные, в корне, стратегически убийственные решения. Поэтому на его рассудок я даже не рассчитываю. Я рассчитываю на то, что даже у животного главный инстинкт – это самосохранение. И тот, который должен думает нажать на красную кнопку, он должен понимать, что через 20 минут после этого не будет и его самого. Это 99,9% гарантии. Поэтому даже будучи клиническим идиотом, он, по идее, не должен принять это решение. Тем более, что он же не фанатик. Он не фанатик, когда, знаете, фанатик может пожертвовать. Да пропади все пропадами, я пропаду, но я настаю, я сделаю свое. Это же не тот человек. Вот Гитлер был таким человеком. И тем не менее, даже Гитлер не применил оружие массового поражения, коим тогда был газы, да? Химическое оружие. Не применил, потому что знал, что будет в ответ ужас. Поэтому я даже считаю его животным, Путин, не человеком, животным. Я считаю, что он сегодня поразительно, как никогда. Красноречив. Да. Я в бешенстве. Я 2 дня все это читаю. Видите, я даже красный цвет одел сегодня, который должен подчеркивать мое настроение, такое цвет Марса. Обратите внимание, что если в следующую субботу вы видите Юрия в красном, вы понимаете, что происходит что-то невероятное. То есть если вы в бешенстве, одеваем красный свитер. Okay. Продолжаем. Значит, мы с этим разобрались, вспоминая опять-таки Лукашенко, он призвал Россию бить по Украине фосфором, объединенным и обогащенным ураном, и в это же время он призывает, 5 раз в речи было сказано, что нужно срочно вступать в переговоры без предварительных условий. О переговорах говорит Россия, о переговорах говорит в том числе и Китай. И вы знаете, Юрий Фельштинский в этом же интервью сказал такой тезис, что, по его мнению, на самом деле Лукашенко летал в Пекин именно для того, чтобы договориться об том, что в Беларуси будет размещено тактическое ядерное оружие, или, как вы говорите, они будут этим пугать. То есть Китай заинтересован в этом. То есть, по мнению Юрия Фельштинского, Китай, Пекин и Минск, Пекин, Москва и Минск – это такой союз, и Китаю это очень выгодно. Что скажет Юрий Швец? Я думаю, что Китаю это очень невыгодно. Сейчас я вам объясню, почему. Ну, во-первых, у Китая философия совсем другая, нежели у этих гопников в Кремле. Последнее, у них кредо жизни. Они ничего не могут создать позитивного, даже для своих людей. И не говоря уже для всего мира. То есть у них это цель жизни, это кого-то напугать и что-то разрушить. Китай – это совсем другая страна. Они добиваются влияния в мире путем производства товаров в больших количествах, хорошего качества и услуг. Вот чем они берут. Им война не нужна для завоевания мира. Им нужен мир для хорошего развития спокойного экономики, торговли и так далее. Поэтому я давно слежу за Китаем через средства их массовой информации. Китай же заявил, то есть было несколько месяцев назад, китайцы заявили, что война, ядерная война не должна вестись, и к ней не должна быть подготовка. Кстати, те же самые и Индия заявила, и даже Мори по этому поводу отменил встречу с Путиным в прошлом году после его заявлений.
Это первое. То есть ядерная война, она ну никак не укладывается в концепцию. Китай сейчас борется. Они вышли из ковида, им нужно оживить экономику, дела там неважные идут. Самое главное для них сейчас восстановить цепочки связи, поставки комплектующих, наладить торговлю, то есть создать нормальные условия для возобновления экономического развития. Вот их стратегия. Для этого они выдвинули вот этот план из 12 пунктов, цель которого вот это все сделать, да? Вопрос. Юрий Фиштинский, ваш друг, сказал о том, что достаточно сделать один телефонный звонок, и Си может завершить войну России против Украины. Согласны ли вы с этим? И даже и в контексте того, что сейчас Китай сказал, Financial Times, по-моему, написала, что Китай, в принципе, готов нанести визит и встретиться с Зеленским, имеется в виду Си, готов к встрече, возможно, там будут обсуждения. Понятно, что Зеленский официально пригласил Си в Украину, в Киев. Но все-таки вот про роль Китая в войне России против Украины и про этот телефонный звонок, ну, естественно, условно, что Китай может вообще завершить войну России против Украины одним разговором с Путиным. Как сказал Юрий Фельштинский, если Китай намекнет, что он будет помогать оружием Украине. Не, ну, Китай не может сказать, что он будет помогать оружием Украины, потому что это, ну, вот вы должны понять, что вот этот план из 12 пунктов, это не просто какая-то бумажка, это как бы в Советском Союзе было постановление ЦК КПСС, это стратегия развития Китая, это нам нужен мир для нормального экономического развития, понимаете? И тут поставки оружия то ли России, то ли Украине, они никак не вписываются, поэтому вот эксперты в Соединенных Штатах же в Европе считают, что массированные поставки санкционированные китайским государством в Россию, весьма маловероятны. Второй тезис. Опираясь, опять-таки, не просто на свое мнение, потому что я стараюсь высказывать свое мнение на основе тех аналитических материалов, которые я читаю. Китайцы понимают ограниченность своего влияния на Россию и на ту войну, которую Россия ведет в Украине. То есть лимиты китайскому влиянию. Китай не хочет ассоциироваться как близкий союзник России. Категорически. Китайцы запретили, то есть россияне из кожи лезли вон еще несколько месяцев назад, чтобы представить свои отношения с Китаем как чуть ли военно-политический союз. Китайцы настояли, и сейчас россияне, даже их ну вы понимаете, пропагандисты, да, они везде подчеркивают, да, у нас не союз, у нас так, просто партнерство и так далее. То есть у Китая ограниченная возможность по большому счету. Это ответ на ваш вопрос, что позвонил из пекинского обкома, прекращай войну. Прекратилась война. Это маловероятно, это маловозможно, и они на это не пойдут. Если хотите, объясню почему. На вот этот один звонок и так далее. Вот из этого, кстати, почему китайцы, даже это китайские эксперты считают, что мы не должны влазить прямо вовнутрь этого конфликта между, как они называют этот конфликт, между Украиной и Россией. И пытаться там все... Криза, они это называют. Украинская криза. Да, кризис, да. Вот. Поэтому они не хотят, они как бы хотят парить над миром, потому что это отвечает им интересам. А стратегические интересы в следующем. Им не надо поражения Украины. Потому что, ну, уже это понятно, что тогда Китай будет виноват. Так просто это поражение не дастся России. Это будет ужас. Продолжение ужаса в еще больших масштабах. Но Китай бы хотел затянуть эту войну, потому что с точки зрения ряда китайских экспертов это отвлекает внимание Соединенных Штатов и НАТО от Юго-Восточной Азии, от Китая, от Тайваня. И пока, значит, Соединенные Штаты и страны другие НАТО нацелены на Россию, помогая Украине, они отвлечены от НАТО, от Китая, от Тайваня. И в это время можно там что-то плести, какую-то эту самую политику. Поэтому, как говорил один персонаж из советского комедийного фильма,
Проблема здесь тоньшее дальше. Тоньшее. Гораздо тоньше, чем вот взял, позвонил, Вася, заканчивай, вырубай войну, завтра должен быть пис. Китай, да, безусловно, влияет на все это. Но я вам скажу, что то, что вот это заявление Путина по поводу размещения оружия, теперь еще мы ждем ответа, то есть оно уже вызвало такое легкое сдерживая недовольство в Пекине. Теперь мы ждем реакцию на заявление Лукашенко о том, что теперь это тактическое ядерное оружие под его контролем, это уже распространение ядерного оружия, что в корне оно убивает фундамент китайской внешней политики в области безопасности. Вот. Ну и, наконец, передача стратегического ядерного оружия Беларуси, это ужас ужасов. Поэтому тоже ждем реакции. Я думаю, то, что произошло в Москве, вкратце, было следующее. Путин не получил то, на что он рассчитывал. Кстати, я своих зрителей готовил к этому и говорил, что он не получит. Никакого оружия у него не будет. Друзья, поставьте нам лайк, напишите комментарий. Для распространения нашего контента мы боремся с российской пропагандой. И моего тоже. Я имею в виду, на мою тоже, на всякий случай подпишитесь, да? На оба. Окей, хорошо. Так, ну вот, то есть Путин был, я видел их лица, они не сияли радостью, ни лицо Си Цзиньпина, ни Путина по окончании встречи. Все, что они там написали в бумаге, в основном было для Китая, что Россия может и должна сделать. Про Россию там было сказано достаточно мало, в целом аморфно. Ну и он в отчаянии опять-таки, вот сделал то, что он сделал и ляпнул по поводу тактического ядерного оружия в Беларусь. Это я думаю, что это от отчаяния. Это не сговор. Китай не мог бы пойти на такой сговор. Это серьезные люди, понимаете? Это, я имею в виду китайцы, Пекин. Это не гопники. А то, что делает Путин с Лукашенко, это политика гопников. Вы знаете, есть еще одно интересное заявление Орбана. Послушайте, Орбан считает, что страны ЕС близки к тому, чтобы отправлять миротворческий контингент в Украину. И поэтому все-таки европейские лидеры, как говорит Орбан, не желают переходить в лагерь мира и не побуждают Украину к переговорам с агрессором. То есть таким образом Орбан, Лукашенко и Россия втроем говорят, что давайте все-таки мирные переговоры. То есть они боятся контрнаступления вооруженных сил Украины. Да. Единственный момент, вот министр иностранных дел Кулеба сказал о том, что, цитата, он советует не считать предстоящее контрнаступление решающей битвой в войне. Почему? По словам Кулебы, этот нарратив о решающей битве опасен, потому что в случае неудачи усилят свои позиции те на Западе, кто подталкивал Украину к компромиссу с Россией. Он добавил, что война – это серия сражений. Если весеннее контрнаступление будет восприниматься как решающее, цитата, но не приведет к стопроцентному освобождению украинской территории, то некоторые могут сказать, что это была последняя решающая битва, цитата, и теперь надо думать об альтернативном сценарии. А это те мирные переговоры, о которых мы не хотим говорить до тех пор, пока мы не победим окончательно. Что скажет Юрий Швец? Ну, давайте начнем с конца. О том, что якобы там страны Запада некоторые ставят условия. Если не полное освобождение украинских территорий в этом году, то все, никакой помощи. Никто так вопрос не ставит. Не ставит. Вопрос ставит так, что нужно нанести сильный, успешный удар по врагу и попытаться освободить как можно больше своей территории. Вот, собственно говоря, и все. И я всегда говорил своим зрителям, что речь не идет о том, что вот если не будет освобождена завтра вся территория Украины, то послезавтра все, крантик помощи будет перекрыт. Нет, совсем не так. Но надо отметить, вот что это на вот эту фразу, что не надо ставить так высоко планку, то есть только победа и так далее. Вы понимаете, как в спорте. Любой спортсмен знает, что для того, чтобы добиться высоких результатов, надо завышать планку. Если ты хочешь прыгнуть на 2 метра, то надо поставить это на 2,10 или на 2,20, эту планку. А если ты будешь ставить на 1,30 м, так ты всю жизнь будешь прыгать на 1,30 м. Поэтому
нужно готовиться по максимуму, а не расслабляться, мол, типа давайте немножко повоюем еще, постреляем, главное, чтобы нам помогали и дальше. Вот, поэтому я вижу, вопрос ставить надо было так. Успешное контрнаступление с освобождением максимально возможной временно оккупированной территории в этом году для подготовки благоприятных условий для конечного полного их освобождения, скажем, в следующем году. Ну вот так. А что касается помощи западной, Конечно. то она зависит не только от контрнаступления, но и от выступлений некоторых высших должностных лиц государства Украины. И лучше бы они делали в последнее время заявления, которые им лучше бы не делать. Вот сказав это, я не имею в виду Кулебу. Я не имею в виду Кулебу. Красный свитер в действии. Юрий, что вы Нет, имеете? как я дипломатично говорю. Сейчас вы очень дипломатичны. Понимаете, я даже как-то так мысль высказал, по-моему, у вас на канале, что в свое время Никите Хрущеву, который любил выпить на дипломатических приемах и после этого нес чепуху, принималось решение Политбюро, высший руководящий орган государства, согласно которому ему запрещалось выпивать больше 3 рюмок водки на международных там форумах, чтобы Остапа не несло. Я вот думаю, самое время в Верховной Раде принять постановление, запрещающее представителям гражданской власти что-то говорить по поводу боевых действий. Пусть ВСУ это делает. Пусть это делает ВСУ, они знают, что можно сказать, а что нет, потому что тут должна быть дезинформация врага. Нельзя врать открыто народу, потому что народ это деморализует. То есть тут надо так, чтобы и люди были воодушевлены чем-то, перспективой хорошей, и в то же время не обмануть их, и в то же время не раскрыть планы стратегические. Должен быть обман противника перед этим наступлением. И лучше всего это могут сделать представители вооруженных, то есть руководство ВСУ. Как вы считаете, уважаемые зрители, как вы относитесь к инициативе Юрия Швейца? Напишите, пожалуйста, нам этот комментарий, мы прочитаем, потом отрефлексируем, нам это действительно интересно, потому что мы работаем на аудитории по всему миру, нам интересно ваше мнение. Юрий, тогда я вот 3 тезиса в одном и вашу рефлексию. Очень агрессивная Россия Путина является угрозой для Соединенных Штатов Америки. Об этом сказал американский министр обороны Ллойд Остин. Также он сказал, вооруженные силы Украины имеют значительное превосходство над Российской Федерацией, шансы на наступление очень хорошие. Ну и третья цитата Остина, я его, можно сказать, очень уважаю. Остин допустил передачу Украине F-16, но, цитата, не сейчас. Сказал, на это нужно 1,5 года. Но я очень рад, что министр Остин полностью поддерживает мою точку зрения. И вашу, кстати, тоже, потому что я неоднократно говорил, что F-16 – это не вопрос контрнаступления, это длительный вопрос. Нужно целую базу, инфраструктуру целую здесь развернуть. Это помимо подготовки пилотов. Иначе они превратятся в груды металла. Кроме того, вот сейчас, грубо говоря, в распоряжении администрации США осталось 12 примерно, ну уже меньше, 12 миллиардов долларов на финансирование помощи Украине вот на предстоящие месяцы. И на эти деньги надо купить и поставить, а ничего бесплатного не бывает в Америке. То есть они покупают, Пентагон там или другие ведомства покупают у производителя или где там он находится и поставляют в Украину. И нужно поставить то, что самое эффективное именно сейчас. Поэтому, значит, да, F-16 надо отложить. И тем более, что эксперты американские, которые налетали тысячи часов на этих F-16 и говорят, что в системе нынешней противовоздушной обороны, которая сложилась в небе над Украиной, имеется в виду прежде всего российская, F-16 – это истребитель 4-го поколения. Им будет очень и очень трудно выжить в этом, чтобы их не сбивали. Для этого там должны летать летчики-асы, а не молодые, которые недавно подготовлены. Вообще, то есть главная проблема, если поставить F-16 сейчас, об этом говорил же и Остин, главная проблема будет защитить их. Не то, как нанести при помощи их удар по врагу, а как их защитить, чтобы их не подсбивали. В перспективе, да, то есть по большому счету, что нужно Украине сейчас, это 3-4 самолета, потому что Украина должна получить то, что анонсировала Великобритания.
ракеты, которые должны лететь на 500, а с дополнительными баками на 1000 километров. Для этого их нужно поднять в воздух. Для этого, по-моему, с вами обсуждали, нужно 4 самолета, которые могут решить эту задачу. И я уверен, что они будут поставлены к вот этому контрнаступлению. А остальное... Что касается оценки действий ВСУ, генералом, то есть министром Остином, это однозначно сейчас. Это все аналитики в Америке все это признают, кроме нескольких кремлевских консерв. Один из них педофил, другой работает, у него контора рядом с входом в корейскую химчистку. Неподалеку, кстати, от того района, где я проживаю. Там химчистка такая задрипанная. Юрий, а где вы проживаете? Неподалеку от того места, где находится вот этот офис, о котором я говорю. То есть вот корейская химчистка, рядом офис, где сидит этот несчастный человек, которого потом показывают по российскому телевидению как крупного эксперта. Это единственные два этих человека, которые говорят, что российские вооруженные силы ого-го, а ВСУ плохо. Да, ВСУ они на голову. И так сказать, внизу пехотинцы, то есть не пехотинцы, вообще рядовые военнослужащие, и офицеры младшего состава, и руководство на голову выше, нежели Российской Федерации. Юрий, я не знаю, стоит ли вам задавать этот вопрос, но все же спрошу, слушали ли вы или читали ли вы текстовую версию разговора Пригожина, но не того Пригожина, а другого Пригожина, который продюсер, и Ахмедова, но не Ахметова, ну это я уже шучу, Я понял. Ахметова, да, российского бизнесмена. Слышали ли вы, читали ли вы, и мне интересна рефлексия. Слышал, Даша. Первый, да, но я практически не сомневаюсь, что это подлинный текст, что ничего-то там не подделано, не приделано и так далее. Я имею некоторый опыт в этом, потому что в свое время... Вот, кстати, с Юрой Фельштинским в 22 году у нас был проект, в ходе которого было расшифровано, ну, не менее 500, где-то между 500 и 700 часами записей, сделанных в кабинете тогдашнего президента Украины Кучмы силами, то есть эта операция была затеяна ФСБ. ФСБ сделала эту операцию, ну а для этого использовались охранники. По крайней мере, один охранник, который должен был охранять Кучму, его безопасность, на самом деле он вот помог ФСБ это сделать. Так вот, мы расшифровали примерно, ну, минимум 500 часов, и я знаю, как сложно это, то есть это невозможно подделать. Экспертиза, она всегда покажет, если там какие-то манипуляции с этими звукозаписями. Вот, то есть у меня нет сомнений в том, что они подлинные. У меня нет сомнения, что это адекватно отражает настроение в элите Российской Федерации, в большей части этой элиты, особенно той элиты, которая делает деньги тем или иным образом, то ли бизнес, то ли шоу-бизнес там и так далее. Состояние там критическое среди этой элиты. Там идет борьба, они грызут друг друга не на жизнь, а на смерть. И это никоим образом не помогает государству решить, как говорит Путин, задачи специальной военной операции. То есть страна, государство в таких условиях выиграть войну не может просто не может. Но если только так совершить массовое харакири по всему миру, уничтожить все вместе. Но я не думаю, то есть мы опять возвращаемся к вопросу о возможном ядерном ударе, да? Когда я смотрю ролики, сделанные, то ли это группа Навального, то ли чего-то, в общем, то ли близко к нему, которые показывают вот нынешнее убежище Путина, где-то на Валдае, где он с гимнасткой скрывается там. Золотые унитазы, там все такое. Кипрский офшор, который... Да, я не вижу. То есть, знаете, Сталин проходил, это человек, который был обуреваем великими идеями, так сказать, гигантского масштаба. Они не такие, им не нужен золотой унитаз, им не нужны вот эти офшоры, им не нужны штанишки, в которых он ходит тренироваться, которые стоят там $5000 или
Получил Или бы... куртку Ларупиана, в которой Путин приехал в оккупированный Мариуполь. Совершенно верно. Это называется гедонизм. Гедонизм. Это вот из грязи, князи. Путин гедонист. Да, абсолютно. Вся вот эта элита, так называемая, то есть, какая там ядерная война? О чем вы говорите? О чем вы говорите? Ему унитаз золотой дороже всего остального. Юрий, вы знаете, вы всегда говорите мне, ну и вашим зрителям на вашем YouTube-канале о том, что вы измеряете температуру по палате. Как вы считаете, я буквально сегодня прочитала аналитику на тему разговора Пригожина и Ахмедова о том, что ФСБ специально слила этот разговор в сеть для того, чтобы проверить именно эту температуру по палате, для того, чтобы понять, какая реакция будет у общества, кто поддерживает и так далее. Вы согласны с подобной конспирологией, с подобными заявлениями? Вот это один из первых вопросов, который я себе задал, когда услышал это. Кто слил? Самое главное, кто слил? То есть, понимаете, Пригожин, даже этот Ахмедов, это не те люди на вершине государства, которые требуют с точки зрения государственной безопасности постоянного контроля над их телефонами. То есть такое впечатление, что прослушивается все. И после того, как прослушалось, это же накапливаются триллионы гигабайт этих всех записей, надо их просеять и найти там именно ту, которую надо. Такая под силу работа, я бы сказал, 3 акторам, как сейчас популярно говорит. Это Агентство национальной безопасности США, которое записывает все. АНБ. АНБ, да. Кроме того, есть еще JQNC, или как-то так вот, то есть правительственный офис электронной коммуникации Великобритании. Это аналог АНБ, тоже очень мощная. Раньше у них проблема была, они записывали все, но вот, допустим, накануне вот этого террористического акта 9/11, то есть у них все было записано, но у них переводчиков с арабского было там, по-моему, 11 человек, которые просто не в силах были все это просеять. Но с тех пор они искусственный интеллект включили, и теперь они из этих миллионов гигабайтов могут вылавливать по ключевым словам нужную информацию. Вот они могли это сделать. То есть это первое, вот, на кого я мог бы подумать. А второе, да, я согласен, ФСБ, потому что я верю, это одна из моих версий, моего видения. Это на канале с первых месяцев его существования я говорил, что там есть группа, которую условно возглавляет Патрушев, которая держит Путина в ежовых рукавицах, то есть фактически под контролем. Они держат ключевые органы власти под контролем. Путин в значительной степени их заложник по разным причинам. То есть они его, по большому счету, могут сковырнуть в любой момент. И для этого они расшатывают его имидж в общественном мнении. И занимаются они этим давно. Вот эти разговоры, помните, сколько они длятся, месяцами еще до войны, о том, что Путин смертельно болен, что он через 1,5-2 недели, а вот через 3 месяца точно так он умрет в страшных конвульсиях, там, от какой-то страшного ракового заболевания онкологического там, и так далее. Все это отсюда идет. Там разговоры о том, как он пьет кровь этих самых... Шаманы. Да, вот, шаманы, пьет кровь нанайских мальчиков, там вот это вся муть. Понятно. Даже мальчик уже. Типа там, да. То есть там уже рассказали все. Я просто слышала оленей, понимаете, а вы говорите... Оленей можно, да. Но если нанайских мальчиков не было, то на следующей неделе появится. То есть там предела нет, уже все сказали. Надо выдумать, что чем дальше, тем это более безумно звучит. Вот, поэтому, да, может быть. Но вот что касается ФСБ, что меня смущает? Да. У ФСБ нет такой возможности, как у АНБ, прослушивать все, да? И почему они слушали этого Пригожина? Не бог весь какая фигура, да, в политической жизни России. Да, и этот Ахмедов, он уже бог знает сколько не живет на территории Российской Федерации, поэтому должны следить за теми. А это очень трудоемкий вопрос, там, вот сидеть и прослушивать телефоны. Я это точно знаю, как работала эта служба в Комитете госбезопасности при Советском Союзе. Это очень трудоемкая работа. Вы знаете, те же
аналитики, которые делают подобные конспирологические заявления, они говорят о том, что уже российские олигархи, неважно, они могут живут по всему миру, но российские олигархи уже ведут переговоры с Украиной тайно, чтобы в случае победы Украины, естественно, что все понимают, что мы победим, поражение России, они уже готовятся, они уже предлагают свои услуги, замаливают свои грехи, предлагают деньги, ведут переговоры. Насколько эта конспирологическая теория имеет право на существование? Согласны ли вы с Это заявлением? абсолютно, абсолютно. Я уверен, что есть целая когорта этих олигархов, так называемых, которые готовы заплатить большие деньги и платят уже представителям украинской власти для того, чтобы, ну, если возможно, соскочить с санкций, хотя это вряд ли получится в обозримом будущем, но за то, чтобы, когда вот это все закончится, и когда станет вопрос о трибунале Нюрнберг 2.0 или Гаага, суд Гааги и так далее, чтобы каким-то образом они там были, ну, в лучшем случае, в качестве свидетелей, а не обвиняемых. И за это они готовы платить большие деньги. Юрий, два последних вопроса. Первый – это Песков накануне Нового года, 23-го, на закрытом мероприятии, на котором присутствовали бизнес, я так понимаю, чиновники, политики, олигархи. Он заявил о том, что война затянется надолго. Те присутствующие передали это тут же The Guardian. Такая интересная схема. Побывали на закрытом мероприятии, попили шампанское, услышали Пескова о том, что все плохо, война затянется надолго. Тут же передали это все, и The Guardian, и другие издания об этом опубликовали. Для чего Песков делает подобные заявления? Что эти заявления означают? А это вот опять я рассказывал на своем канале. Американцы недавно произвели оценку вот этого явления, что с некоторых пор, значит, одно из активных мероприятий или тезисов Кремля состоял в том, что они готовы к длительной войне, они считают, что они ее выиграют. То есть тезис: мы готовы к войне длительной, потому что мы считаем, что выиграют, поэтому у вас на Западе нет никаких шансов, у вас там нарастают противоречия в рядах, ну вот Орбана упомянули и тому подобное, там президентские выборы 24 года в Соединенных Штатах. Поэтому тезис Кремля: мы выиграем долгосрочную войну, поэтому лучше идите к нам, соглашайтесь на переговоры сейчас. На что вот светлые умы в аналитическом сообществе США, в частности в разведке, говорят, что надо Путину доказать, что у него никаких шансов на того, чтобы выиграть длительную войну, нет. И действительно у него нет этих шансов. И это нужно ему показать вот сейчас. И этим объясняется усиленные поставки вооружения именно в последние 3 месяца. Те новые корпуса, которые формируются и так далее. Вот. Поэтому вот публикация The Guardian – это операция, то есть это активное мероприятие Кремля, направленное на то, чтобы заставить Запад, Украину сесть с ними за стол переговоров сейчас. Да. Но на самом деле надо наплевать и забыть, поскольку шансов выиграть эту долгосрочную войну у Путина нет. Все услышали Юрия Швеца только что. Юрий, последний вопрос. Вы знаете, вы мне говорили на предыдущем нашем с вами стриме, который был в прошлую субботу, что нам нужно закончить победой до президентских выборов в США, до 2024 года, до ноября месяца, потому что в ноябре 2024 году будут президентские выборы в США, и поэтому Украина, естественно, должна победить до 2024 желательно. Я, как и вы, иногда захожу в российские паблики, чтобы проверить температуру по палате, понять уровень, ну, вы понимаете, какой уровень неадекватности, агрессии и так далее. И все пишут только об одном. Мы мечтаем о победе Трампа. Мы хотим, чтобы Трамп победил. Это наше, как бы, вообще новогоднее желание. И поэтому мой последний вопрос будет про Трампа. Я его так себе, подготовясь к нашему с вами интервью, назвала так. Трамп, мошенничество и порнозвезда. И хотела бы у вас спросить ваше мнение. Итак, большой жюри Манхэттена проголосовал за предъявление обвинения экс-президенту Дональду Трампу, что сделало его первым, внимание, бывшим главнокомандующим, которому было предъявлено обвинение в преступлении и подготовило почву для президентских выборов 2024 года Вашингтон-Пост. В этих обвинениях, я так понимаю, что там финансовые махинации, и плюс фигурирует некая порнозвезда. Юрий, что происходит и какие последствия это
может принести? Ну, смотрите, прежде всего хочу обратить ваше внимание, что там пока в основном порнозвезда, и там какие-то несчастные 150 тысяч долларов. И за это бывшего Заметьте, президента... несчастные, заметьте, да. Ну да. Какие-то несчастные 150 тысяч долларов. И за это бывшего президента, скандал на весь мир, историческое событие. А в это время закупки Министерства обороны Украины на золотые яйца тратятся 4 миллиарда, и нифига не происходит. Вы понимаете? Вот что меня опять объясняет мой красный свет. Понимаете? Вот разница между демократическим нормальным государством и тем государствам, которым нужны очень глубокие реформы после победы. Следующее. Да, теперь ожидаем вызова в суд, где ему должны предъявить официально это обвинение в совершении уголовных преступлений. Называется indictment, и он будет indicted. Indicted в Соединенных Штатах – это еще не осужденный за преступление судом, но indicted – это человек, который получил такое, это уже пораженный в значительной степени в правах в общественном мнении, потому что это не предотвращает его, не лишает его возможности баллотироваться. Да, и были прецеденты, когда человек уже осужденный, это, по-моему, шеф Ку-клукс-клана, в свое время, значит, выдвинул свою кандидатуру на пост президента и мог баллотироваться. То есть Конституция Соединенных Штатов, она требует только, чтобы человеку было 35 лет, гражданин США, родился на территории страны. Если соответствуешь вот этим 3 критериям, все, ты можешь баллотироваться. Но удар в общественном мнении сильнейший, просто сильнейший. И характерно, что на прошлой неделе, когда ожидали его вызова в суд, и он в панике обращался к своим, значит, ярким, самым ярым сторонникам, призывал их выйти на защиту, прошло где-то пару десятков человек, всего-навсего. То есть все это идет вниз. Что очень хорошо, потому что он тут недавно сболтанул, я вам называл, наверное, фамилию, есть там такая сумасшедшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая была выбрана под лозунгом «Не цента Украине». И она такая горлопанистая дама, которая вот вовсю «не дадим, и все, в Украине больше денег». Так он ее рассматривает серьезно на роль вице-президента в своей кампании, когда он, значит, будет уже идти президентом. То есть, вы понимаете, это совершенно открытый пудель Путина и совершенно открытый враг Украины. Поэтому я знаю, что в украинском информационном пространстве было, во всяком случае, много людей, которые, видимо, не совсем понимали, кто такой Трамп. Но теперь, по-моему, то есть маски сброшены, совершенно все ясно. Это значительно уменьшает его шансы на избрание президента. Ну и слава богу. А Десантис в это время делает медленный дрифт в сторону Украины. Но надеемся, что он, потому что геополитические требования все, элиты, я скажу так, западные во всем мире требуют того, что Путин должен быть побежден, для этого Украине должна быть оказана вся необходимая помощь. Друзья, спасибо, что вы нас смотрите. Обратите внимание, что мы вас услышали. Вы нам всегда написали о том, чтобы мы выходили почаще. Теперь мы выходим каждую субботу вечером. Так что, пожалуйста, смотрите нас. Юрий, я благодарю вас за это время, что вы уделили нам. Пожалуйста, подпишитесь на YouTube-канал Юрия Швеца. Ссылка есть в описании. Подпишитесь на YouTube-канал Прямого. Мы партнеры, мы действуем вместе. Напишите комментарий, откуда вы нас смотрите, как вам наш стрим. Может быть, поставьте вопросы Юрию, будет интересно их озвучить. И напишите, что вы думаете о войне России против Украины, ваш анализ, видение. Юрий Швец, бывший сотрудник Вашингтонской резидентуры КГБ. Юрий, спасибо вам большое. Пожалуйста, Даша. Очень рад был поприсутствовать у вас, пообщаться. Большой привет вашим зрителям еще раз. Да, и традиционно слава Украине. Героям слава.